ситуации, которые слегка выходят за рамки обычного, они меня, просто повергают в состояние ребенка. То Мгм. есть я становлюсь беспомощной, тупею моментально. Я не знаю, почему сейчас мне как-то я владею своей речью. Обычно у меня вообще я даже не могу 2 слов связать, Мгм. потому что у меня прям автоматический паралич мозга случается какой-то, если образно выражаться. То Мгм. есть у меня просто туман в голове от волнения, от всего. Я стараюсь как-то это все скрыть, и сами понимаете, от этого много сил тратится, и силы уходят на то, чтобы это все скрыть, а не на вникание в разговор, не улавливание сути, а только стараешься, как кусок каменный, как человек, застывший в янтаре, пытаться как-то выглядеть нормально. Ой, а я сейчас повернулась, ой, я сказала фигню, ой, а меня неправильно поняли. В общем, что-то вот это, что-то в этом роде. А как вам кажется, Постоянно чувствую себя ничтожеством. будто не принимают, да? Ну да, да, отвержение какое-то. Мгм. А как вам кажется, если вы были бы в контакте, например, с подростком, с девочкой лет 16, могло быть такое же чувство бы или навряд ли? Нет, Не будет, да? нет. Мгм. С мамой у вас то же самое было чувство, да? В смысле, с ее стороны осуждение вы имеете в виду? Нет, я имею в виду, что когда вы были маленькая, вы чувствовали что-то похожее с мамой, да? Вот такое Ну, у же. меня была, да, да. М. Я уверена почему-то, что это все из детства, потому что мама была такая авторитарная, все время критикующая, все ей не так, все не эдак. Стремилась из меня сделать идеальную послушную девочку, самое главное послушную, удобную, чтобы я нигде не высовывалась, чтобы я ни в коем случае не сказала лишнего, не причиняла неудобства своим присутствием. И до сих пор у меня даже такое вот чувство, как будто я извиняюсь за свое присутствие рядом с человеком. Мгм. Хотя я так-то я знаю, понимаю, что во мне заложено много всего природы, там потенциал, но я не могу, боюсь, не могу и все такое. Себе позволить вот вырваться этому ребенку, что ли, непосредственно. Вот так. Да, если мы представим, что у человека внутри есть несколько, ну, их может быть много разных частей, через которые мы проявляемся, Мгм. то есть часть отвергнутая, она была изначально отвергнута мамой, это травма отношений с детства, это ранняя травма. Мама вас воспитывала, да, вот с рождения? Да, мама с папой. Но Мама. папа был таким отсутствующим. Ну, то есть он был, но все воспитанием занималась мама. Мгм. Ну, вот эта Папа травма. тоже был забит мамой, и как бы морально тоже побаивается её. Мгм. Ранняя травма, которая проявляется через вот эту внутреннюю такую субличность отвержения. И как только вы видите в ком-то, что является триггером на воспоминания о маме, ну, психологи очень часто как маму воспринимают, просто потому что если женщина взрослая воспринимается как специалист, может также врач восприниматься, учитель, в государственных органах кто-то, кому ты вроде как приходишь что-то взять, да, какое-то дело сделать. Срабатывает триггер. Мозг видит что-то похожее с мамой, и приходят вот эти воспоминания о том, что было тогда. И человек начинает проживать в здесь и сейчас ситуацию с теми чувствами, что были тогда. Вот. И что здесь может помочь? Вообще травма отношений, особенно самостоятельно, к сожалению, не исцеляется. Почему? Потому что то, что травмировано в отношениях, изменить можно тоже в отношениях. И чтобы изменить, нужно ну, получить опыт во взрослом возрасте отношений с человеком,
который будет вот так бережный, такой аккуратный, учитывающий границы, внимательный. Как по идее ребенку нужна такая мама. Мгм. И почему его сложно этот опыт получить вне психотерапии? Потому что обычно каждый живет же для себя. И даже вот мы, психологи, мы, ну вот я сейчас с вами сижу час, как работу это воспринимаю, да, и я понимаю, что вот я здесь для вас. Моя задача этот час давать вам внимание, столько, сколько вам его нужно. Там, если я почувствую, что вам некомфортно, что я как будто слишком близко к вам приближаюсь, заметить это и настроить контакт, чтобы вам было комфортно как-то подотдалиться, может быть, даже физически так сесть чуть подальше. То есть позаботиться о том, чтобы вам было ну, максимально комфортно, насколько это возможно. Но даже мы, психологи, в обычной жизни ну, живем тоже для себя и, ну, не всегда это применяем, да, мы очень много про себя. И поэтому такой опыт можно получить или с каким-то близким, который сам по себе очень теплый, душевный человек, аккуратный. Наверное, встречали иногда таких людей, может быть, в фильмах видели, бывают какие-нибудь, ну, такие теплые, заботливые бабушки, например. Может, даже это бабушка-соседка. Да? Да-да-да. Вот. Или где-то, знаете, допустим, ходите в магазин или на рынок, или в какую-то организацию, как-то регулярно где-то бываете, и вдруг там попадается человек, к кому вы обращаетесь, у вас контакт, Мгм. а он оказывается таким внимательным, заботливым. И если попробовать в свою жизнь как-то добавить таких людей, или это может быть даже один человек, но как-то как можно больше быть в этом полезным для вас контакте и приятным. И самое главное, каждый раз, когда вы чувствуете, что вам безопасно с этим человеком, замечать это. Это может потихонечку исцелять эту травму и давать опыт, что отношения могут быть разными. И есть люди, которые не так, как мама вела с вами себя, когда вы были маленькой. Потому что то, что вы рассказали про Мгм. маму, это как раз-таки чувство ребенка, что с этим человеком мне небезопасно эмоционально. А ребенок, для него мама — это возможность жить. Бессознательно такой древний наш мозг природный воспринимает, что если мама критикует, я ей не нравлюсь, или кричит, или если бьет, там, как бывает в детстве, то как будто мама может от меня отказаться, тогда я останусь один, а один я ребенок не выживу.